Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о важнейшей теме, о восстановлении естественного порядка любви в нашей жизни через семейные расстановки. Меня часто спрашивают, чем мы занимаемся на наших сеансах? Ответ может удивить своей простотой и глубиной одновременно. Мы занимаемся семейными расстановками, но это не просто метод терапии. Это путь возвращения к естественному порядку вещей, к тому состоянию гармонии, которое изначально заложено в каждом из нас. Представьте себе реку, живую, полноводную, несущую свои воды к океану. Это наша жизненная сила, наша связь с родом, наш естественный поток энергии. Но иногда русло этой реки засоряется травмами, негативным опытом, непрощением, обидами, и вода начинает течь медленнее, где-то застаиваться, где-то искать обходные пути. Наша задача в семейных расстановках не в том, чтобы прорыть новое русло или создать искусственный поток. Мы бережно очищаем существующее русло, возвращая реке ее естественное течение. Мы не создаем ничего нового, мы восстанавливаем то, что было утрачено, возвращаем то, что принадлежит нам по праву рождения. Способность любить, принимать и отдавать, быть частью большого целого. Важно понимать, весь опыт, который мы получаем в жизни, даже тот, который кажется негативным, это часть нашего пути. Мы не можем просто отрезать какую-то часть опыта, сделать вид, что его не было. Но мы можем принять его с благодарностью, извлечь из него уроки и трансформировать в ресурс для себя и для всего нашего рода. На наших сеансах мы создаем безопасное пространство для этой трансформации. Здесь каждый может увидеть истинную картину своей родовой системы, понять глубинные причины происходящего в жизни и найти путь к восстановлению естественного течения жизненной силы. Позже мы подробно разберем, как работают порядки любви, как они влияют на нашу жизнь и как можно восстановить их в своей родовой системе. А сегодня я приглашаю вас сделать первый шаг – признать, что все необходимое для счастливой жизни у нас уже есть. Нужно только очистить путь к этим ресурсам. А сейчас поговорим об одном из важнейших аспектов работы с родовой системой – о принятии опыта. Знаете, часто люди приходят на сеансы с желанием стереть какой-то негативный опыт из своей жизни, забыть его, как будто его никогда не было. Но это все равно, что пытаться вырезать часть своей истории. Невозможно и даже опасно. Любой опыт, даже тот, который кажется нам негативным, несет в себе важные уроки и может стать источником силы. Давайте разберем, как работать с опытом экологично и эффективно. Первый шаг – это принятие опыта с благодарностью. Как это сделать? Начните с простого упражнения. Каждый вечер перед сном вспомните 3 ситуации за день, которые вызвали у вас сопротивление или негативные эмоции. Для каждой ситуации найдите хотя бы один повод для благодарности. Например, сложный разговор с коллегой помог вам увидеть свои границы. Опоздание на встречу дало время подумать и переоценить приоритеты. Второй шаг – извлечение уроков. Здесь важно задать себе правильные вопросы. Чему эта ситуация меня учит? Какие мои качества она помогает развить? Что я могу узнать о себе благодаря этому опыту? Какие шаблоны поведения она помогает увидеть? Записывайте свои ответы в дневник. Со временем вы увидите, как одни и те же уроки повторяются, пока мы их не усвоим. Третий шаг – трансформация негативного опыта в ресурс. Это похоже на работу алхимика, который превращает свинец в золото. Возьмем конкретный пример. Допустим, вы пережили предательство. Вместо того, чтобы застрять в обиде, спросите себя, как этот опыт сделал меня сильнее? Какие новые качества я развил благодаря этой ситуации? Как это помогло мне лучше понимать себя и других? И, наконец, четвертый шаг
использование полученных знаний во благо себя и рода. Это значит делиться своим опытом с другими, когда это уместно, использовать полученную мудрость в новых ситуациях, замечать, как ваши трансформированные травмы помогают другим, видеть, как исцеление одного члена семьи позитивно влияет на весь род. Дорогие друзья, сегодня я хочу поделиться с вами особенным приглашением. Наша школа Альфа-Вита создала уникальную программу трансформации «Возвращение к силе рода», которая поможет вам восстановить природную силу и вернуться к состоянию гармонии. Почему наша программа особенная? Потому что мы предлагаем не просто отдельные сеансы, а целостный подход к изменениям. Мы объединили лучших специалистов разных направлений, профессиональных коучей, опытных регрессологов, экспертов по энергетическим практикам. Каждый из них привносит свой уникальный опыт в вашу трансформацию. В течение 2 месяцев мы создаем для вас безопасное пространство глубинных изменений. Работа происходит на всех уровнях одновременно. Восстанавливаем физическое здоровье, трансформируем ограничивающие убеждения, учим управлять эмоциональными состояниями, возвращаем связь с родовой силой. Вы получите практические инструменты для ежедневного применения, методики восстановления энергии, техники трансформации негативных программ, медитативные практики. Но главное – это глубинные изменения, освобождение от родовых травм, восстановление связи с источником жизненной силы, исцеление отношений с родом, восстановление своего истинного жизненного пути Альфа-Вита. Альфа-Вита в переводе означает «истинный жизненный путь». На протяжении всего пути с вами будет команда опытных наставников. Результаты программы проявляются во всех сферах жизни. Улучшается здоровье, восстанавливается энергетический потенциал, гармонизируются отношения, раскрываются творческие способности, увеличивается финансовый поток. Особенно важно то, что восстанавливаются естественные связи. Люди начинают притягивать в свою жизнь родственные души, будь то личные отношения, дружба или бизнес-партнерство. Позвольте поделиться историями наших участников. Михаил отмечает: «Мое негативное окружение куда-то ушло само собой. Пришли новые люди, новые радостные отношения. Я увидел результат очень быстро. Поэтому я пришел в вашу программу». А вот история Виктора действительно вдохновляет. 3 года назад у него были проблемы и в бизнесе, и в отношениях. Сегодня его бизнес процветает, появились миллионные контракты, проблемы ушли сами собой. Как он сам говорит, вся жизнь наладилась, и я не собираюсь останавливаться. Моя каждодневная рутина превратилась в ежедневные практики развития. Помните, каждый из нас заслуживает жить в гармонии и радости. Если вы чувствуете внутренний отклик на это приглашение, прислушайтесь к нему. Это ваша душа подсказывает, что пришло время важных перемен. Говорю с вами не просто как специалист, а как человек, прошедший этот путь трансформации от начала до конца. Каждую практику, каждый метод я сначала испытала на себе. Я создала свою жизнь заново, используя лучшие разработки современной психологии и древние практики исцеления души. Как человек, читающий информационное пространство, я с уверенностью могу сказать: мы пришли в этот мир с великой целью – освободить свою душу. Нет миссии важнее, чем обрести истинную свободу. И я готова поделиться с вами всем, что знаю и умею, чтобы помочь вам на этом пути. Я уверена, свобода духа и свобода тела – залог успеха в каждом деле. Ну а мы продолжаем. Знаете, есть такое выражение: «Мир – это зеркало любви». И действительно, посмотрите, как устроена Вселенная. Планеты движутся по своим орбитам, времена года сменяют друг друга в точном порядке. Каждое растение знает свое время для цветения. Все подчиняется единому закону, закону любви и гармонии.
В каждом из нас живет память о совершенной гармонии. Наша душа помнит этот танец Вселенной, где каждый элемент знает свое место и свой путь. Мы пришли сюда не нарушить этот танец, а восстановить его красоту в своей жизни. Когда мы нарушаем естественные порядки любви, в нашей жизни начинаются сбои. Это как пытаться плыть против течения. Можно, но сколько энергии мы тратим впустую. Мы замечаем это в повторяющихся проблемах с отношениями, необъяснимых трудностях в работе, проблемах со здоровьем. Но есть три фундаментальных принципа, следуя которым мы можем вернуться к естественной гармонии. Первый – это право на принадлежность. Каждый человек в нашей семейной системе имеет право быть признанным и принятым. Когда мы исключаем кого-то, система теряет равновесие. Это как пытаться играть симфонию с отсутствующими нотами. Мелодия будет звучать неполно. Второй принцип – баланс между давать и брать. Природа всегда стремится к равновесию. В здоровых отношениях существует естественный поток энергии, как вдох и выдох, как прилив и отлив. Когда мы нарушаем этот баланс, возникает напряжение. Третий принцип – уважение к порядку предшествования. Это как река, текущая от истока к морю. Мы все являемся частью этого потока жизни, и признание тех, кто пришел раньше, дает нам силу и поддержку всей системы. А когда мы начинаем жить в соответствии с этими порядками, то происходит настоящее чудо. Жизнь начинает течь легко и свободно, отношения становятся глубокими и искренними, проявляется наш истинный потенциал. Это похоже на возвращение домой, туда, где все на своих местах. Помните, наша задача не в том, чтобы создать что-то новое, а в том, чтобы распознать искажения и восстановить естественные связи. Вселенная уже содержит все необходимые нам порядки любви. Нам нужно лишь прислушаться к этой древней мудрости и позволить ей проявиться в нашей жизни. И позвольте поделиться с вами мыслью, которая пришла ко мне через годы работы с семейными системами. Любовь – это не просто чувство, это сила, которая восстанавливает порядок во Вселенной. Когда мы исцеляем свою способность любить, мы исцеляем не только себя, но и все поколения, прошлые и будущие. В этом танце любви каждый шаг имеет значение, каждое сердце находит свой ритм, и каждая душа возвращается к своей истинной природе. Приглашаю вас в это удивительное путешествие к восстановлению естественной гармонии в вашей жизни. Позвольте поделиться с вами удивительной историей, которая прекрасно иллюстрирует силу восстановления порядков любви. Когда мы начинаем жить в соответствии с этими порядками, происходит настоящее чудо. Жизнь начинает течь легко и свободно, отношения становятся глубокими и искренними, проявляется наш истинный потенциал. Это похоже на возвращение домой, туда, где все на своих местах. Недавно произошел случай, который глубоко тронул меня. Элла, участница нашей программы, долго готовилась к сеансу регрессивной терапии, проходила дополнительные коуч-сессии с нашими педагогами. На сеансе мы работали с травмой отвержения по отношению к ее дочери, восстанавливали порядок принадлежности. И вот что произошло после. Позвонила дочь Эллы и сказала: «Мама, я почувствовала, что твой сеанс прошел успешно. Я ощутила, как что-то темное отошло от моего сердца». Это прекрасный пример того, как исцеление одного члена семьи исцеляет всю систему. Помните, наша задача не в том, чтобы создать что-то новое, а в том, чтобы распознать искажения и восстановить естественные связи. Вселенная уже содержит все необходимые нам порядки любви. Нам нужно лишь прислушаться к этой древней мудрости и позволить ей проявиться в нашей жизни. Любовь – это не просто чувство, это сила, которая восстанавливает порядок во Вселенной. Когда мы исцеляем свою способность любить, мы исцеляем не только себя, но и все поколения, прошлые и будущие.
В этом танце любви каждый шаг имеет значение, каждое сердце находит свой ритм, и каждая душа возвращается к своей истинной природе. Приглашаю вас в это удивительное путешествие к восстановлению естественной гармонии в вашей жизни. Так как же происходит восстановление порядков любви? Как происходит наша трансформация? Поговорим об одном из важнейших уровней трансформации – о физическом уровне, где ключевую роль играет осознанность. Знаете, часто мы воспринимаем мир фрагментарно, как отдельные кусочки мозаики. Но Вселенная – это единый живой организм, где все взаимосвязано. Когда мы начинаем осознавать эту связь, происходит удивительная вещь. Мы обнаруживаем, что являемся частью чего-то гораздо большего, частью универсального разума. Давайте представим это на простом примере. Когда вы заходите в лес, вы же не думаете о каждом дереве отдельно, вы чувствуете лес как единое целое. Точно так же и со Вселенной. Мы все связаны невидимыми нитями, и каждое наше действие влияет на целое. Первый шаг к трансформации – это развитие осознанности. Но что это значит на практике? Это как стать наблюдателем своей жизни, но не отстраненным, а очень внимательным и включенным. Начните замечать свои мысли и реакции. Например, когда вы раздражаетесь, остановитесь на секунду. Подумайте, что вызвало это чувство, какие мысли промелькнули в голове, какие ощущения возникли в теле. Помните, осознанность – это не какое-то особое состояние, которого нужно достичь. Это наша естественная способность, которую нужно просто разбудить. Это как настройка радиоприемника. Когда мы находим правильную частоту, то начинаем слышать чистый сигнал вместо помех. На наших занятиях мы учимся этому шаг за шагом. Мы практикуем осознанность не как отдельную медитацию, а как образ жизни. И результаты поражают. Люди отмечают, что начинают лучше понимать себя, принимать более взвешенные решения, чувствовать более глубокую связь с жизнью. В нашей программе мы говорим о конкретных практиках, которые помогут вам развить осознанность и углубить связь с универсальным источником силы. А пока предлагаю вам начать с малого. Просто наблюдайте за собой в течение дня. Отмечайте свои реакции, мысли, чувства. Это первый маленький шаг к большим изменениям. Давайте продолжим наш разговор о трансформации и перейдем к следующему важному уровню – работе с нашими убеждениями. Если осознанность помогает нам увидеть реальность такой, какая она есть, то работа с убеждениями позволяет изменить наше восприятие этой реальности. Представьте, что ваши убеждения – это линзы, через которые вы смотрите на мир. Когда эти линзы искажены ограничивающими установками, весь мир кажется искаженным. «Я недостоин», «У меня не получится», «Мир опасен». Эти мысли не просто живут в нашей голове, они активно формируют нашу реальность. Приведу пример из практики. На сеансе Мария поделилась удивительным открытием. «Я всю жизнь верила, что должна заслужить любовь. И только сейчас поняла, это убеждение досталось мне от мамы, которая получила его от своей мамы. 3 поколения женщин жили с этой болью. После того, как я осознала это и провела работу с этим убеждением, мои отношения с дочерью начали меняться, будто невидимая стена между нами растаяла. Как же работать с такими глубинными убеждениями? Помните, мы говорили о важности осознанности. Именно она становится первым инструментом. Начните замечать свои повторяющиеся мысли и реакции. Какие фразы вы часто говорите себе, в каких ситуациях автоматически отступаете. После осознания мы можем перейти к трансформации. Создание новых поддерживающих убеждений. Это как прокладывать новые тропинки в лесу. Поначалу путь кажется непривычным, но с каждым шагом становится все более естественным. И здесь очень важно уделить внимание теме манипуляций, ведь часто наши ограничивающие убеждения поддерживаются именно через манипулятивные паттерны в отношениях. Как их распознать?
Прислушайтесь к своему телу, оно всегда подает сигналы. Чувство тревоги, напряжения, желание оправдываться – все это может указывать на нарушение ваших границ. Александра, еще одна участница нашей программы, делится. После того, как я научилась распознавать манипуляции и работать со своими убеждениями, я будто очнулась. Оказалось, я позволяла всем вокруг решать, как мне жить. Теперь я чувствую себя автором своей жизни. Помните, что каждое ограничивающее убеждение можно трансформировать. Это естественное продолжение пути осознанности. Мы не только наблюдаем за своими мыслями и реакциями, но и учимся их менять, создавая новую, более гармоничную реальность. На наших занятиях мы проходим этот путь вместе, поддерживая друг друга в процессе изменений. Мы изучаем и внедряем в жизнь конкретные техники работы с убеждениями, а пока предлагаю вам начать замечать свои повторяющиеся мысли и реакции. Продолжим наше путешествие по пути трансформации и поговорим об особом уровне работы, о взаимодействии с нашим подсознанием. Это необычайно мощный инструмент изменений, но он требует особой осторожности и понимания. Наше подсознание постоянно посылает нам сигналы через сны, интуитивные импульсы, телесные ощущения. Эти подсказки могут приходить в самых разных формах, через повторяющиеся сны, внезапные озарения, случайные встречи или совпадения. Важно научиться замечать эти знаки и правильно их интерпретировать. Особое внимание стоит уделить работе со снами. Это не просто ночные фантазии, это язык, на котором с нами говорит подсознание. Когда мы учимся понимать этот язык, то перед нами открываются удивительные возможности для трансформации. В нашей программе мы научимся не только понимать сны, но и осознанно входить в это пространство для глубинной работы, визуализации. Это еще один мощный инструмент работы с подсознанием. Но здесь важно понимать, что это не просто приятные картинки в воображении, а целенаправленная работа по программированию будущего. Когда мы создаем четкие позитивные образы, наше подсознание начинает работать над их воплощением. Развитие интуиции – это следующий важный шаг. Интуитивные сигналы всегда чисты и точны, но часто мы путаем их с голосом страха или с навязанными установками. Научиться различать эти сигналы – настоящее искусство. Истинный интуитивный импульс всегда спокоен, даже если несет важное предупреждение. Он не вызывает тревоги или паники, а дает ясное понимание. В работе с подсознанием крайне важна регулярность и последовательность. Нельзя просто время от времени прислушиваться к внутреннему голосу. Это должна быть ежедневная практика, как настройка тонкого инструмента. Постепенно мы начинаем слышать все более чистый сигнал нашей истинной природы. Но самое главное – это развитие доверия к себе и своему внутреннему знанию. Когда мы начинаем доверять подсказкам подсознания, то наша жизнь становится более гармоничной. Мы принимаем решения не из страха или внешнего давления, а из глубинного понимания ситуации. В школе Альфа-Вита мы говорим о конкретных техниках работы с подсознанием. А пока предлагаю вам начать вести дневник снов и интуитивных озарений. Записывайте все, что кажется значимым, даже если пока не понимаете смысл. Со временем вы увидите, как складывается уникальный узор вашего внутреннего пути. Помните, что ваше подсознание – это не враг, которого нужно контролировать, а мудрый союзник. Когда мы учимся сотрудничать с ним, происходит настоящая магия трансформации. Страхи превращаются в ресурсы, препятствия становятся возможностями, а неуверенность уступает место глубокому внутреннему знанию. Итак, сейчас мы подходим к самому глубинному уровню нашей работы, к трансформации на уровне души.
И здесь важно понять ключевой момент. Настоящее устойчивое исцеление возможно только при работе на всех уровнях одновременно. Почему это так важно? Представьте себе дом. Мы можем сделать прекрасный ремонт на верхних этажах, но если фундамент поврежден, проблемы будут возвращаться снова и снова. Именно на уровне души находятся самые скрываемые, самые глубокие контракты, которые влияют на все сферы нашей жизни. Что такое контракты души? Это те глубинные соглашения, которые часто скрыты даже от нашего сознания. Они могут проявляться как повторяющиеся сценарии в жизни, необъяснимые блоки или ограничения, которые не поддаются изменению на других уровнях работы. Работа с контрактами требует особой осторожности и мудрости. Недостаточно просто осознать их существование или даже понять их природу. Необходима комплексная работа. На физическом уровне через осознанность и практики. На ментальном через трансформацию убеждений, на эмоциональном через исцеление травм. И только тогда мы можем эффективно работать с самими контрактами на уровне души. Особое место в этой работе занимает восстановление связи с родом. Наш род – это не просто семейная система, это живой поток силы и мудрости. Когда мы исцеляем родовые травмы и восстанавливаем этот поток, происходит активация нашей истинной силы, той силы, что передавалась через поколения. В нашей программе мы создаем безопасное пространство для такой глубинной работы. Мы начинаем с физических практик, постепенно углубляемся через работу с убеждениями и подсознанием, и только потом, когда все уровни подготовлены, приступаем к трансформации на уровне души. Помните, что нельзя обойти какой-то уровень работы или попытаться сразу перейти к самому глубокому. Это как строительство того самого дома. Каждый этаж должен быть прочным и устойчивым, чтобы поддерживать следующий. Только так мы можем достичь истинной устойчивой трансформации. Именно поэтому наша программа построена как последовательное пошаговое движение через все уровни исцеления. Мы создаем прочный фундамент осознанности, укрепляем стены через работу с убеждениями, очищаем пространство через работу с подсознанием, и только тогда открываем двери для самой глубокой трансформации на уровне души. В школе Альфа-Вита мы начнем разбирать конкретные техники такой многоуровневой работы. А пока предлагаю вам начать замечать, на каких уровнях проявляются ваши жизненные сценарии. В теле, в мыслях, в эмоциях или еще глубже. На уровне необъяснимых внутренних знаний и ощущений. Помните, истинная трансформация – это всегда путь через все уровни нашего существа, от самого явного до самого сокровенного. И только такая целостная работа приводит к настоящим, устойчивым изменениям. Дорогие друзья, мы подошли к завершению нашего разговора о пути трансформации и восстановлении порядков любви. Но на самом деле это не конец, а только начало вашего удивительного путешествия к себе истинному. Помните, восстановление порядков любви – это не просто набор техник или методик. Это возвращение к нашей истинной природе, к той гармонии, которая изначально заложена во Вселенной. Каждый из нас несет в себе эту способность – любить свободно, жить полно, быть в единстве с потоком жизни. На этом пути важен каждый шаг, от осознанности на физическом уровне до глубинной работы с душой. Все эти этапы ведут нас к большей целостности, и чем глубже мы погружаемся в эту работу, тем яснее становится. Истинная трансформация происходит через любовь. Когда мы восстанавливаем естественные порядки любви, происходит настоящее чудо.
уходят старые обиды, исцеляются родовые травмы, открываются новые возможности. Мы начинаем жить не из страха или долга, а из глубинного понимания и любви. Я приглашаю вас начать или продолжить этот путь. Не торопитесь, будьте внимательны к себе, позвольте каждому этапу раскрыться в свое время. Помните, ваша душа знает путь, нужно только научиться слышать ее голос и доверять этому внутреннему знанию. Спасибо, что были сегодня со мной. Верю, что каждый из вас найдет свой уникальный путь к восстановлению порядков любви. И помните, в этом путешествии вы не одни. Вместе мы создаем пространство для глубинных изменений, где каждый может вернуться к своей истинной природе, природе любви. До новых встреч на пути к гармонии и целостности.